Привет, собаководы и не только. Сегодня мы будем учить разнообразные трюки вот с этими двумя замечательными, шикарными, шедевральными собаками. Кормилочки. Видно что-нибудь? Они немного большеваты на самом деле, поэтому в процессе я буду их ломать. Ломаются они легко, я хотел их нарезать, но увидел, что они ломаются очень быстро, поэтому решил не нарезать. Зайка. Ну, Зайка слишком простая команда. Сири, Зайка, Зайка. Оливер, Зайку. Давай тоже делай. Зайку. Хорошо, фиксация. Маши, маши, Зайку. Неудобно немного на мягком сидеть, но мне плевать. Маши, Зайку, маши. Да, молодцы. Леш, Оливер, Леш. Команда Зайка и сразу вам команда Маши. Я буду объяснять вам, что я делаю и почему я делаю именно так. Вы увидели, собака сделала Зайку и немножко начала махать лапками. Я выдержал микроскопическую паузу выполнения команды Зайка для того, чтобы зафиксировать результат Зайка, и только потом сказал команду Маши. Если я буду делать Зайка, Маши, это будет, конечно, красиво выглядеть, но это будет бестолково, собака не особо сильно будет нагружаться в формате умственной нагрузки. То есть собака не особо сильно будет концентрировать свое внимание на задаче, на команде, которую я буду подавать. Сири, Оливер, сюда. Сид. Ага, огонь. Во, шикардос. А что сейчас сразу так не сделал? Хорошо. Замри. 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 Да, молодцы, умницы. Заметили, насколько я медленно все это делаю, медленно выполняю команды? Потому что я знаю, что, во-первых, собаки голодные, они ели первый раз только лишь утром. Про это я говорил, про двухразовое питание, что собаки более голодные, поэтому работаю за корм, и все нормально с мотивацией, нормально с заинтересованностью. Но при этом, при всем, я понимаю, то, что мое малейшее ускорение, мое малейшее, не знаю, более быстрые жесты, более быстрая команда, собаки начнут перевозбуждаться, и от этого я потеряю контроль. Поэтому всегда обращайте внимание, как вы работаете со своими собаками, делайте всегда все плавнее, медленнее, спокойнее. Как часто надо заниматься с собакой? Заниматься нужно вообще в целом перед каждым кормлением. В обязательном порядке 2 раза кормите собаку, значит 2 раза занимаетесь перед каждым кормлением, 3 раза кормите, значит 3 раза. Просто занятие это не только команды за лакомство. В последнее время вот Сири 8-летний или Оливер уже взрослый, 3-4, сколько ему года, мы редко выполняем и отрабатываем на самом деле команды за лакомство. Ну просто редко. Ну то есть бывает там такое наитие, почему бы и нет. Но на самом деле мы больше просто кайфуем с собаками, гуляем по новым местам, обожаем сидеть там в кафе, в барах или еще где-нибудь с собаками. Поэтому, знаете, здесь уже каждый сам для себя решает, что ему больше нравится, какого рода занятия у него именно с его собакой будет. 3 момента. Первое. Отрабатывайте на не скользкую поверхность. Ну, то есть всегда, когда вы работаете со своей собакой, следите за тем, чтобы вы не отрабатывали команды на скользком. Потому что, опять же, собака как минимум не сможет чисто выполнять задачи. А это очень большая проблема. Вы требуете от собаки какого-то выполнения, вот даже от Оливера говорил команду сидеть, ну, простая, элементарная команда, проще не придумать вообще. Но при этом, при всем, было видно, что у Оливера жопа немного проскальзывала, и, конечно же, в эти моменты более тяжело выполнение с фиксацией, еще чего-то подобного, ну, то есть намного. Второе, отрабатывайте выдержку. Заметили, как я делал Зайку, поощрение и продолжение выполнения Зайки? Это очень важный момент. Сейчас еще раз вам покажу, потому что это реально очень важный момент выполнения команд. Сири сюда, Оливер сюда, сид, Зайка. Зайка. Господи, сейчас сюда. Сид. Вот так вот будет. Зайку. Зайку. Хорошо. Зайку. Оливер, Зайку. Оливер, Зайку. Сид. Леш. Леш. То есть, заметили, выполнение команды Зайка. Леш. Выполнение команды Зайка, поощрение и продолжение выполнения команды. Это очень важная часть выдержки, любой фиксации внимания, любого выполнения более длительного, более долгого, потому что в эти моменты вы как раз таки формируете у собаки привычку, как вам нужно, чтобы она выполняла каждую задачу по отдельности. Мой не берет у меня еду, потому что хочет играть, а не кушать. Такое бывает. Игровая мотивация тоже важная задача, но опять же, лень — это недостаток мотивации, поэтому для увеличения мотивации мы всегда можем в некоторые моменты уменьшать норму кормления, выдавать часть корма с руки. Я категорически против, есть такой тупой совет, который я искренне считаю тупым. Давайте еду за работу. Ну, то есть именно в формате того, что нужно не просто так давать с миски еду, а только за то, что собака ваша выполняет команды. Я категорически это против. Я все-таки сторонник того, что нужно в обязательном порядке разделять немного зарплату, работу и поощрение, лакомство, премию. Леш. Но напоминание команды тоже очень важная деталь, чтобы мы отрабатывали и фиксировали собаку.
Лови. Лови лакомство. Ну, можно сделать. Давай сейчас ползи, а потом лови. Пока что помню. Пока что. Могу забыть вообще. Особенно учитывая, как у меня мысли перескакивают с одной на другую. Работа с двумя собаками, еще одна новость, которую хотел сказать. Работа с двумя собаками подразумевает часто кличка-задача. То есть я говорю, Силь, лешь, Оливер, ползи. Ползи. Да, молодец. Оливер, назад. Да, молодец. Назад допустимо и из ползи, назад допустимо из стоячего положения, в зависимости от того, как собака находилась. На обратное ползение, обратное ползи, назад ползи, чтобы не было лежать, ползи, назад, ну то есть 3 команд, можно добавить с это одной всего команды, но мне не прижилось, поэтому опять же, если вам нужно, вы просто это же действие начинаете вводить новой командой. Оливер, лежь, Сири, ползи. Оливер, лежь. Сири, ползи. Да, молодец. Сири, назад. Лежь. Сири сделала назад через вставание, а мне было важно, чтобы она вернулась назад. Мне не важно было, что Оливер прополз назад, а он прополз назад, поэтому на здоровье я не против. Вопрос именно в том, что вы хотите от собаки, этого и требуете. Если вы хотите, чтобы собака ползла жопой вперед, ну, то есть типа назад, можно даже ввести, повторяю, отдельно команду на этом. Команда «Лови лакомство». Я не очень сильно, на самом деле, люблю эту команду. Вот, кстати, кувырок и укройся, как раз таки по порядку идущие команды. Я не очень люблю команду «Лови лакомство», потому что она подразумевает, что если что-то упало на пол, нужно запрещать подбирать собаки. И тут вопрос именно в том, что мы собаку раззадориваем этим, заставляя собаку чуть более активно пытаться поймать на лету. Ну, то есть это как бы нормальный формат. Я больше люблю лови на игрушки. Собаки уже в игре более активные, более веселые, более классно им все это выполняет, поэтому я больше люблю лови на игрушку, не на лакомство. Но давайте сделаем, раз попросили. Опять же, начинаю с фиксации напоминания задачи одной собаки, а потом говорю, что делать следующий. Сири, лежь, Оливер, сит. Хорошо, похвалю его за сит. Можно не хвалить, опять же, в те моменты, когда собака у вас сит. В те моменты, когда собака у вас очень много работает и хорошо знает команду, не обязательно отхваливать за каждую задачу. Но если собака молодая, отхваливать нужно бляха-муха за каждую задачу. Я задолбался об этом говорить на онлайн-занятиях, на прямых эфирах и так далее. Все почему-то передавливают на своих собак. Он может лучше. Ну так может, конечно, блин. Но вопрос в том, что собака перегорает. Поэтому лучше похвалить лишний раз, чем не похвалить, а потом работать с сгоревшей мотивацией. Оливер, опять же, кличка, повторяю, с одной собакой, мне только раз кличка нафиг не нужна. Но я работаю с 2 собаками, мне нужно говорить, к кому я обращаюсь, поэтому так важно. Оливер, лови. Оливер, лови. Брось, хотя, допустил, была команда нельзя, я просто не увидел, оно на полу или нет. Оливер, лови. Оливер, лови. Мы так сейчас, короче, 10 часов режу воду, да? 10 часов Оливер ловит лакомство. Оливер, лови. Я не могу, блин, это очень смешно. Оливер, лови. Оливер, лови. Да, молодец! Назад, лежь. Оливер, лежь. Хорошо, сейчас лакомство нужно подобрать. Опять же, все, что упало, мы запрещаем в обязательном порядке собаке подбирать, именно из-за того, чтобы собаке не было привычки. Заметили, Оливер, когда даже не поймал, Оливер, назад, лежь. Работа интонации, напомните мне, пожалуйста, я расскажу. В чем суть? Даже когда Оливер не поймал, я все равно запрещаю ему подбирать с пола, потому что иначе он забьет на меня и побежит жрать всю еду, которая разбросана, упала, которую он сам не поймал. Некоторые собаки начинают читерить и халтурить. Опять же, у собаки нет длительного такого логического мышления в человеческом понимании, но при этом, при всем, мы всегда можем понимать, что... Жопа. Начинает вынюхивать пол, я уже наготове подать запрет, но я захотел убедиться, что он там делает, и я понятия не имею. Если бы начал вылизывать пол, обязательно это запрещаем. Так вот, вопрос именно в том, чтобы собака не отвлекалась и не убегала от меня, потому что в эти моменты, конечно же, собака у меня начинает, наоборот, забивать на работу со мной и бежать, жрать с пола. Ну, это просто как минимум неудобно. Сейчас хочу более важно рассказать про работу интонации. Заметили, когда Оливер пытался встать, ну, не пытался, он сорвался с выдержки с лежачего положения, я чуть более требовательно подал
подал команду Леш. Этому есть всегда логическое объяснение, потому что мы регулируем степень эмоционального подкрепления, требований и так далее, потому что я могу интонация подбодрить собаку, я могу интонация взбодрить собаку или наоборот немножечко пригасить, чтобы собака не была перевозбуждена. И здесь именно вопрос в том, что я подал команду более требовательной именно в формате того, что перед этим я кидал лакомство, вы видели, как он более такой импульсивный и эксцентричный стал, и мне нужно было показать, что я не шучу, мы работаем, поэтому интонация чуть более требовательна. То есть здесь важно понимать, что мы это регулируем в зависимости от необходимости. Не надо работать с собаками только грубо или только ласково. Это нужно регулировать в зависимости от необходимости. Это самое важное, которое метки лизать тоже нельзя, но если вам нравится, что ваша собака лижет метки, вы можете это оставить. Лизание меток может остаться только лизание меток, просто вопрос нафига. Поехали, команда лови на синергии тоже. Оливер Леш, Сири Сит. Оливер Леш, Сири Сит. Хорошо. Не буду хвалить за сит. Запуталась собака, хотелось бы похвалить на самом деле, потому что собака все-таки в итоговом варианте сделала задачу правильно, но не так хорошо. Вот здесь я уже понимаю уровень собаки, я понимаю, что сидеть это простая задача. Сири, лови. Ешь-моешь. Сири, лови. Да вы чё, дырявые собаки? Оливер Леш. Оливер Леш. Сири, лови. Ой, господи. Я, конечно, не исключаю варианта, что тут лампы, что они не видят, как оно летит, может быть, оно черненькое, но, по-моему, они просто халтурят. Они просто халтурят, мне кажется. Сири, лови. Да, молодец, Леш. Хорошо, и укладывание, заметьте, я всегда рукой немного подсказываю. Я не уверен в том, что они выполнят по 4 лапам, именно в плане, чтобы собака вставала и ложилась, полностью занимая положение на месте. Вот сейчас давайте на Оливере покажу. Сири, Леш. Оливер, stay. Хорошо. Оливер, Леш. Хорошо. Stay. Леш. Stay. Леш. Хорошо. Леш. Выполнение по задним лапам, в комбинации стоять, лежать обязательно по 4 лапам, именно для того, чтобы собака никуда не уходила. Мне важно, чтобы собака занимала то же самое положение, иначе будет гусеница, которая с каждым выполнением будет подползать все ближе и ближе и ближе, и мне это нафиг не надо. Это обязательная часть выполнения в сидеть, лежать, стоять, чтобы собака... Леш. Леш. Вот это. А может не надо? Опять же, видите, есть элементы, которые сильнее подбадривают собаку, есть элементы, которые, наоборот, немного концентрируют собаку. И это надо всегда регулировать, потому что в зависимости от ситуации. Сири, Леш. Оливер, колбаска. Молодец. Хорошо. У Оливера команда колбаска. Не команда кувырок, а команда колбаска. Лера, у него есть колбаска в другую сторону? Давай выучим. Оливер, Леш. Какая будет команда? Не знаю, давай, блин, ну кувырок нет, рок нет. Какая команда может быть кувырок в другую сторону? Сири очень устало лежит. Они сегодня, кстати, не гуляные. Они у нас погуляли утром очень мало. Мы попали под дождь, в кафе чуть-чуть посидели, очень чуть-чуть. Сосиска. Сосиска. Класс, мне нравится. Колбаска, сосиска. Так вот, мы очень мало утром погуляли, попали под дождь. Предыдущие дни хорошо гуляли. Ну, обычно, нормально, то есть без засиживания, потому что бывает часто, что собаки засиживаются. Но вечером я их просто в туалет вывел, они вообще не гуляные. Да, может выглядеть, как будто бы собаки под транквилизаторами, но здесь вопрос именно в том, что мы сейчас все последние дни даем большое количество активности и нагрузки собаки. В сутки мы даем примерно 3-4 часа суммарно, утром и вечером. Сейчас рекламная пауза почешется. И это примерно по 1,5-2 часа стабильно у нас утром, вечером выходит. Оливер, сюда. Леш. Впервые, внимание, впервые учу с Оливером команду сосиска. Он не знает этого слова, он не знает колбаска, вы видели, он сделал идеально хорошо. Повторять не буду, потому что он просто за кадру катится. Будем делать команду сосиска. Мне нужен кувырок через его, получается, левое плечо. Он должен кувыркнуться туда. Для этого лакомством заинтересовываю. Тяну. Давай. Пока что подбадриваю. Давай. Еще раз. Давай, видно? Давай. Да! В чем суть? Почему я не Оливер Леш?
Сири молодец. Леш. Обязательно, когда вы работаете с двумя собаками, не забывайте про вторую собаку, потому что ее нужно отхваливать за выдержку. Это очень частый запрос. Работать с двумя собаками, одна взрослая, одна маленькая. Перед тем, как завести маленького щенка, обязательно старайтесь отрабатывать какие-либо задачи на выдержку, на концентрацию. Это вам будет очень сильно помогать. Вы работаете со щенком, вторая собака лежит на выдержке. И потом наоборот в обязательном порядке. Работаете со взрослой собакой, щенок на выдержке. Это очень сильно концентрирует, помогает вам работать с двумя собаками одновременно, не забивать на каждую из них. В нашем случае это не взрослая и молодая собака, они примерно в данном случае ровесники, ну то есть они разные по возрасту, но по уровню это, знаете, не такая ключевая задача. Поэтому все равно я Сири отхваливаю за выполнение. Почему я с Оливером, когда выполнял сейчас элемент сосиска, не подал команду вообще? Первые разы делаются без команды, потому что мне нужно понять, как собака вообще выполняет, что она делает. Вы услышали, я еще ему давай, смелее, смелее, потому что вижу, что он тянется, но сомневается, типа надо, не надо делать, ну фиг его знает, хозяин, что ты от меня хочешь. Поэтому я его подбадриваю, говорю, как бы, да давай смелее, темпу, бырза. И то есть я его подбадриваю в этот момент. Первый раз команда второстепенно. Я могу ее сразу вводить, я могу ее на фоне подавать, но собака ее не знает. А вот второй, третий, четвертый, пятый, 15 раз и так далее, я уже буду подавать задачу и запускается алгоритм выполнения задачи. Сири Леш, Оливер сюда чуть-чуть, видно. Оливер, сосиска, 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 сосиска. Да, молодец! Заметили, Леш? Леш, заметили, я его не хвалил, я вам поднимал. Леш. Немножко перевозбуждается от большего количества задач. Ставим на выдержку, ставим на паузу. Запомните это, бляха-муха, и всем передайте. Всегда, когда вы работаете с собакой, делайте паузу, делайте концентрацию, делайте больше выдержки, для того, чтобы собака не перевозбуждалась. Потому что самая частая проблема, собаки перевозбуждаются и ни хрена не делают нормально. И сейчас я подавал уже команду, и я понимаю, что ему надо не просто перекувыркнуться с баха на бах, ему нужно прям кувыркнуться и занять положение повторно именно лапами, а не так, то, что абы как собака сделает. Поэтому мне было очень важно именно в формате того, чтобы я доделал до конца. Поехали. Оливер, ползи. Ползи. Хорошо, похвалю за ползи. Оливер, сосиска. Сосиска. Давай, сосиска. Немного подборы. Леш. Сосиска, 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 сосиска. Да, молодец, молодец. 2 куска дам. Леш. Сейчас объясню. 3 момента. Я вижу немного ему скользко, он пытается вот это вот реально сосиской вот это вот бултыхаться, но это очень прикольно, опять же, почему бы и не поделать, потому что колбаску он делал довольно-таки хорошо. А с отталкиванием от дивана как раз-таки из-за того, что ему скользковато, я вижу, как он вот это вот змеюка пытается немножко выворачиваться, потом в следующий раз я сделаю ближе, дальше от дивана, ближе к себе, и я попробую посмотреть именно, как он будет делать здесь, потому что, видите, на второй, третий раз вы уже видите какие-то закономерности. Я не советую в процессе выполнения команды в первые разы прерывать процесс. Не надо. Похвалите хоть за что-то собаку. Если вы будете посередине требовать большего, собака может просто перегореть и потерять мотивацию к выполнению. Мне нужно собаку похвалить. Молодец. Леш. Оливер Леш. Оливер такой, а мне жрачку. Так вот, в чем суть? Поэтому я вижу уже какие-то закономерности и начинаю требовать немного большего, я начинаю немного уже думать, анализировать, где я могу улучшить. Мне все-таки кажется, пол немного скользковат, и ему будет сложнее здесь учить именно. Могли бы мы перейти на диван? Да, но опять же там подушки, опять он будет отталкиваться, скорее всего, от них лапами, и смысла нету на диване учить. Я еще раз попробую здесь, и в следующие разы буду делать. Запомните, бляха-муха, запомните все дружно, и передавайте из уст в уста собаководам тихонечко на ухо, чтобы всякие неадекватные собаководы этого не знали, и не знали вообще, и никогда не учили и не запоминали. Команду нужно учить многократным повторением. Мне нету смысла сейчас весь вечер долбать Оливера это сосиской. Долбать Оливера сосиской. Нету никакого смысла, потому что Оливер не запомнит этого. А вот когда я буду многократно в разные моменты, в разные ситуации, в разные обстановки подавать ту же самую команду и отрабатывать ее много раз на протяжении день за днем в разное время через перерывы, вот тогда запоминание будет лучше всего происходить. Сири Леш, Оливер сюда. Леш. Так, еще чуть ближе. Оливер, ползи. У него есть еще команда chill. Смотрите, вот так вот он лапой растопыривает, это по команде. Сейчас покажу отдельно. Оливер, сосиска. Леш. Сюда подойди. Леш. Сосиска. Сейчас тоже объясню. Сосиска. 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 Да, огонь! Огонь! Леш. Леш. Нет, Оливер назад. Оливер назад. Оливер назад. Леш.
Хорошо. Видите, опять же, команда назад. В прошлый раз он отполз назад, а в этот раз он встал, и мне плевать, собственно, потому что задача у меня в том, чтобы он вернулся назад. Вот третье выполнение уже лучше. И заметили маленький момент, он начал вскакивать, и я команду немного, я не знаю, насколько это видно на самом деле со стороны, видно или не видно, напишите, пожалуйста, потому что я, честное слово, не знаю. Но я команду начал подавать чуть-чуть более требовательно, размеренно, настойчиво, потому что я уже увидел, мое подбадривание его только больше перевозбуждает. Он начинает вскакивать. Вместо больше концентрации и фиксации внимания на лакомстве, он начинает, наоборот, больше вскакивать. Поэтому команду делаем требовательнее. Подбадривание убираем полностью, для того, чтобы я, наоборот, зафиксировал собаку. Зная, что дырдырятина у меня огромная, сейчас будет кувыркаться тут справа налево, слева направо, Оливера закину на диван. Сири, лежь. Оливер, залезь. Оливер, залезь. Вот он, команда тач, но не та. Оливер, лежь. Хорошо, похвалю все-таки собаку. Ну, он не сделал сейчас ничего такого, за что бы его хотелось бы хвалить. Но он молодец перед этим, и ассоциация все равно... Ну, то есть, короче говоря, когда вы работаете с собакой, вы выстраиваете общую линию занятия. Потому, если бы он был бы перевозбужден, мое поощрение его бы, наоборот, бы еще больше подбодрило бы и еще больше шаложопости добавило бы. То есть, это надо регулировать, зная свою собаку. Сири, сюда. Лежь. А я забыл, в какую сторону у нее. Кувы. Кувы. Кувы, да. Сука. Ой, сука. Самка собаки, в смысле. Лежь. Кувы, да, хорошо. Лежь. Лежь. Рок. Да, хорошо. Опять, мне не нравится. Вот видите, я такой на расслабоне, такой выгнал ее в лежь. Выгнал ее в середину, такое пальцами так показываю, отдавай кувы, отдавай рок, и она перевозбудилась, потому что мы давно уже с ней ничего не делали, не отрабатывали, поэтому опять приходится концентрироваться, мне, блин, концентрироваться, не ей, она собака, какие к ней вопросы-то, а вот мне нужно концентрироваться, жесты четче, команды четче, паузы дольше. Молодец, лежь. Вот сейчас я ее похвалил, потому что она зафиксировалась, несмотря на то, что я тут перед ее мордой лакомством вожу и вообще в целом руками машу, она не перевозбуждается, она фиксировала внимание и от меня ждет задача. Это очень важный момент, поэтому мне хочется в эти моменты хвалить собаку. Сири, лежь. Молодец. Дотянуться бы. Сири. Кувы. Да, молодец, чистейшая. Лежь. Сейчас для того, чтобы ее, наоборот, спровоцировать, я похвалю Оливера. Оливер, молодец. Сири, лежь. Сири. Рок. Арет. Рок. Рок. Да, молодец, лежь. Мне не нравится в данном случае лай, опять же, лай закономерен, он от перевозбуждения, но я не сделал ничего более резкого, чем делал в предыдущие разы, поэтому запрет в эти моменты максимально уместен, максимально понятен, максимально правильный. На будущие разы, да, надо бы еще стараться плавнее работать, потому что чем импульсивнее и резче собака, тем плавнее ваша работа должна быть. Какие-то... Лежь. Просто руку поднял, блин, на Оливера показать. Какие-то моменты как раз-таки работы с менее импульсивной собакой, допустим, с Оливером, более простительные. С более импульсивной это просто пипец начинается. Рыки, крики, лай и все прочее. Мне это, конечно же, не нужно, поэтому в обязательном порядке мы делаем акцент на более спокойную работу. Еще раз, вопросы не к собаке, вопросы к хозяевам. 4 лапы, хвост до уши, 4 лапы, хвост до уши. Немного разные уши, немного длиннее, короче, лапы и чё? Разницы-то никакой. Все вопросы к человеку. Разные люди по-разному работают с собакой, и здесь важно следить за своими действиями. Молодец. Молодец. Так, Сири, залезь. Залезь. Лежь. И лежи там нафиг. Начнем с синергии, более импульсивно, резко дерганной собаки. Почему я хочу укройся? Я знаю, что сейчас это будет долбаться очень долго, но мне самому интересно. Мне самому хочется посмотреть, насколько сильно или плохо, или хорошо это будет получаться. Команда укройся. Тяжелая, сложная довольно-таки, потому что в эти моменты требуется максимум концентрации от собаки, от хозяина. В чем задача, в чем проблема, в чем сложность? Когда вы делаете один элемент, одну команду, это одно. Когда вы делаете два смежные одновременные элемента, это в 2 раза сложнее всегда. Поэтому сейчас будет 2 команды. Команда «держи» и команда «укройся». Суть в том, что собаке нужно в зубах держать эту фигню и укрыться, кувыркнуться, то есть сделать кувырок и «держи», то есть выполняя команду «держи». Лампа. Я не знаю, Сири ее укусит или нет, просто для эффектности возьмем лампу.
Она тяжелая, если что. Она прям такая, знаете, увесистая. Ну, то есть она, ну, я фиг знает, сколько она весит, но она увесистая. То есть Сири будет тяжело держать. Я специально взял какую-то фигню, которая будет чуть тяжелее. Сири, держи. Да, молодец. В этой команде и в некоторых других, допустим, носик, грусть и еще какие-то команды, поощрение является отпускной командой, потому что собака не может получать поощрение в эти моменты и продолжать держать эту штуку. Ну, как бы логично, у собаки еще пасть закрыта, держится это в руках. Сири, сит. Держи. Да, молодец, умница. Оливер, молодец. Что лежишь? Лежь. На, вот, лежь. В чем суть, соответственно? Я знаю, что Сири более-менее хорошо делает команду «держи», поэтому я не буду сейчас долбать отдельно команду «держи», я попробую сразу «держи» и кувырок. Потом это становится одной командой. Когда ты говоришь собаке «укройся», ей нужно укусить и укрыться. То есть два разные действия «держи», кувырок, становится одной в дальнейшем командой «укройся». Давайте сначала начнем с двух разных действий. Лежь, Сири, сюда. Лежь. Прекратите, пожалуйста, мадемуазель. Лежь. Да, хорошо. У нее есть команда «стыдно», я не буду сейчас показывать и делать. Я ее когда-то задолбал, потому что мне очень хотелось эту команду. Я ее задолбал. И, ну, короче, много ошибок я сделал с синергией в том числе. И вот команда «стыдно», вот это вот, она начинает подкапывать, она пытается сделать «стыдно». Меня это бесит очень сильно. Так, давайте приготовимся. Вот так вот. Держи. Кувы. Да, молодец. Ну, кривовато, косовато, кособоко. Сейчас переделаем, Леш. Хватит все копать, баранины кусок. Ужас, а не баранина. Не собака, а баранина. Так, я не знаю, насколько там видно, не видно. Ну, давайте посмотрим еще раз. Встань, Леш. Дай. Держи. Не было команды, я хочу концентрации. Я знаю замечательно, что она сейчас перевозбужденная будет делать все подряд, а мне нужно больше концентрации, поэтому я делаю все очень плавно, спокойно, и паузы между командами огромные, гигантские, для того, чтобы я увидел четкое, чистое выполнение. Держи. Прекращено выполнение команды «держи», не могу дать поощрение. Собака немного путается от того, что я ее сразу не исправляю и не хвалю. Сейчас в следующий раз она может больше психовать. Но я сделал эту паузу, чтобы вам объяснить. В следующие разы мне нужно как можно быстрее вернуть собаку, и то, опять же, без лишней суеты, но показать собаке, что сделано что-то не то, а не просто так, она не получила поощрения. Как раз таки, знаете, с дофаминовыми всплесками так интересно работает в реактивном подкреплении 50/50. Вот это ожидание, а будет поощрение или не будет поощрения, еще больше дофамина в голову выбивает. Читайте книжки не про собак, всякие дебильные, коих огромное количество, а про биологию, вам будет очень интересно. Это опять же в формате, а какие книжки прочитать про собак? Никакие, блин. Про биологию читайте в целом-то. Леш. Или научпопы те же самые смотрите, будет все более-менее проще становиться. Держи, кувы. Да, огонь! Сейчас мне нужно чуть больше выделить собаке эмоционально, правильное поведение чуть более эмоционально выделить, потому что сделано чище, чем в прошлые разы. Сири, залезь. Леш. Оливер, сюда. Молодец. Так, вот с Оливером сейчас будет очень интересно. У нас появилась новая команда, только что сосиска. Мы ее выучили только что. С вами вместе учил, с вами вместе ее делал. То есть это было бы удобно, как раз-таки видели, как Сири переворачивался в ту сторону. А мне нужно у Оливера типичнее в эту сторону, то есть колбаска в эту. То есть мне нужно, чтобы с той стороны он кусал и в эту сторону кувыркался. Кстати, с Сири я тоже кувырок в обратную сторону учил чисто по фану. Мы с друзьями сидели тогда на квартире, они все разошлись, а я сидел, и мне было очень весело. И я один сел дрессировать собаку просто по фану. Вот это вот, знаете, попробуй меня задолбать собака. Советую, попробуйте как-нибудь, если у вас собака где-то что-то, условно в кавычках, вымораживает, бесит, не нравится ее поведение.
у вас есть легальный способ отомстить, как бы это жестоко, как странно не звучало, но у вас есть легальный способ отомстить более требовательными задачами, поставить планку выше. Это нормально, вы требуете от собаки выполнения, платите ей обязательно, конечно же, за выполнение, но, грубо говоря, это в те моменты, когда собака, ну, грубо говоря, чем-то вас бесит в другом, вы можете начать отрабатывать команды. Логического мышления у собаки нету, наказания, ругания она не поймет, поэтому мы ни в коем случае не ругаем после собаку. А вот отработать что-то более сложное, потребовать более сложное, это всегда очень круто. Оливер сюда, лежь. Держи. Оливер, держи. Оливер, кусь. Лера, какая у него команда на держи? Держи. Держи, хорошо, тупит. Держи. Оливер, держи. Оливер, держи. Оливер, держи. Да, молодец. Опять же, я вижу то, что ему тяжело поддержать эту штуку в зубах, поэтому я сделаю именно акцент на то, чтобы он сделал у меня команду держи чисто. Оливер, назад. Хорошо. То есть видно, что собака начинает тупить, троить от просто команды «держи», поэтому в обязательном порядке мне нужно сделать акцент на выполнении именно здесь. Так, лежь по порядку. Начинаю сам немного путаться. Это, знаете, сейчас я объясню, сам немножечко перезагружусь, потому что если сейчас начну кашу делать, это будет очень тяжело. Всегда умственная нагрузка утомляет и человека, и собаку, и поверьте, как вы устаете от этого процесса, нужно переключаться внимание с одного на другого объекта, так и собаки устают очень сильно, потому что вы требуете от них очень многого. И даже самая обученная, пускай почешется. Самая обученная, самая послушная собака, поверьте, закипает через 1,5-2 часа работы, и всегда она начинает тупить, троить и путать команды. Это просто факт, вы никуда от этого не денетесь. Вы учите какой-нибудь, не знаю, навык новый, там, машину водить, вы тоже от этого со временем устаете. А когда вы уже водите долго, давно, вас это не утомляет, для вас это уже становится, может быть, даже отдыхом. Оливер, сюда, лежь. Ну, устаете, но просто долгий период нужен для того, чтобы устали вы. Поехали. Лакомство в этой руке только ковер. Ковер, в смысле, покрывало. Держи. Держи. Да, молодец. То есть мы видим, то, что Оливера тяжелее немножко дается команда «держи», но его меньше этим долбали изначально всегда, а Сирия долбала очень часто команду «держи» именно с долгой фиксацией. То есть мне это пригождалось очень много и часто, и я часто это делал. Оливер, назад. Назад немножко. Хорошо. Подползает немножко, мне это не нравится. Ну, типа, я не люблю, когда собака утыкается в меня. Всегда, когда я на занятиях работаю, когда я это отрабатываю, я делаю работу на расстоянии вытянутой руки, чтобы собака у меня находилась вон там. Всегда. Ну, плюс-минус, понятное дело, но сам факт. Мне не нужно, чтобы собака утыкалась прямо в меня и прямо в меня, в кавычках, дышала. Лежь. Держи. Выплюнул до поощрения. Держи. Держи. Да, молодец. Если собака сорвалась до поощрения, до отпускной команды, до команды гуляй, я обязательно повторяю команду, обязательно возвращаю еще раз, потому что мне не нужно, чтобы собака у меня как дворняжка угадывала команды. Мне нужно, чтобы собака выполняла все чисто. Держи. Да. Сейчас попробуем. Я не знаю, получится или нет, но мы попробуем. Держи. Я потом скажу, что можно сделать. Держи. Держи. Нет, не катит. Держи. Колбаска. Лежь. Лежь. Начинает немного превозбуждаться, путать, угадывать. Мне это не надо. Сири, лежь. Держи. Держи. Колбаска. Да, огонь! Огонь! Поощрение — это не только лакомство, в некоторые моменты эмоциональный всплеск. Сейчас у него тут кусок шерсти прилип. Блин, да эти кавалеры, это просто вообще, вот эта их шерсть мохнатая. Оливер, залезь. Да не, баран. Залезь. Лежь. Хорошо. В этот момент, заметьте, я похвалил его лакомством, но я эмоционально взорвался, я его потрепал, потому что в эти моменты большее количество эмоционального всплеска в правильный момент выполнения какой-то команды еще сильнее закрепляет это поведение, еще сильнее, наоборот, показывает собаке, что вы довольны. Этим нужно пользоваться. Всегда запомните правило. Это отдельно правило, но всегда у нас, работает. Регулируем степень поощрения. То есть я могу более эмоционально, более ласково, более прикольно, более весело похвалить, или наоборот, более спокойно
довольно сухо для того, чтобы собаку угомонить. В некоторые моменты вы, наверное, видели, опять же, если вы увлеченный собаковод, кинолог, еще кто-нибудь подобный, вы, наверное, видели моменты, когда собаку хвалят по 2, по 3 куска лакомства за выполнение. Я это не делаю никогда. Я могу это сделать, я даже вот сейчас с Оливером это делал, но не в формате это закрепляет лучше поведение, а в формате то, что, ну, прикольно, я хочу похвалить собаку дважды. Мне никто не запретит, и я знаю, что это не страшно, не вредно, не плохо, но именно для закрепления нужно более эмоциональный взрыв использовать. Вот что важно. То есть я его более эмоционально весело похвалил, и сейчас была команда «Укройся», то есть, повторяю, сначала делается отдельно «Держи, кувырок», то есть 2 команды, потом, чтобы у меня не путаться, я сразу беру эту фигню и говорю «Укройся», он сразу делает «Держи» и сразу делает кувырок. То есть в этом суть элемента как такового. Потом то есть первое время я ему немножко подаю эту штуку при слове «укройся», а потом он сам хватает и сам укрывается. А мне нужно просто приготовить эту фиготень так, чтобы оно лежало с краю, где-то под мордой, где-то возле него. То есть еще раз, сначала делаются 2 команды по отдельности, потом мы совмещаем это все в одну команду цельную, в данном случае команда «Укройся». И с Оливером тоже. Лер, ты делала раньше с Оливером «Укройся»? Вообще никогда. Вот Оливер сегодня уже 2 команды выучил. Сосиска и «Укройся», прикиньте. Ну, «Укройся», ладно, он не сделал еще чисто, ну, то есть он сделал, но это было, повторяю, 2 команды по отдельности. Все-таки начало команды новое, когда вы совмещаете эти 2 слова в одно слово. Siri я бы, возможно, попробовал бы, но не хочу тратить на это много времени, потому что я знаю, что это будет сейчас каша и путаница. Я лучше сделаю это, опять же, возможно, с вами точно так же во время эфира, и сделаем это точно так же в следующий раз, чуть позже, и сделаем это чуть с уровнем выше, потому что, опять же, меня это стимулирует заниматься со своими собаками, а поверьте, я со своими собаками, к моему же сожалению, сейчас работаю мало, потому что, опять же, ну, как-то вот другими всеми вопросами, делами занимаемся. Так вот, я не пытаюсь с Оливером даже 2-й раз сделать, потому что 1-й раз был офигенный. Офигенный. Он сделал «Держи», он сделал «Укройся», он укрылся. Он идеально сделал. И я там сказал вскользь о том, что можно потребовать, ну, то есть расскажу, если бы не получалось бы. Если бы Оливер не делал бы это, я бы упростил бы задачу. Я бы сделал команду «Держи» и команду «Крутись» или «Вертись». Провороты на 360 градусов. С Оливером сделали одно выполнение чистое, и я не вижу смысла сейчас требовать 2-й, 3-й, 5-й, 15-й, потому что скорее на следующее выполнение начнется каша. И запомните, опять же, передайте всем собаководам, на ухо шепчите им, чтобы все запоминали и знали, не передавливайте на своих собак, не передавливайте, знаете меру. Оливер молодец, Оливер прям очень молодец, тут вообще спору нет. Оливер огонь пес, он очень чище делает, чем Siri. Siri делает очень грязно, импульсивно, эксцентрично, но опять же, я сам ее разгонял изначально. И разгонял ее как раз таки для agility, для большей импульсивности, для большей эксцентричности. Опять же, много делал зря на самом деле, потому что Siri мы хотели заниматься agility более профессионально, более чисто, более хорошо, но как-то, знаете, то одно, то второе, то третье, то пятое, то 10, то одно не получалось, то второе не получалось. Короче говоря, спорт не мой конек горбунок, поэтому сейчас спортом хочется agility заниматься чисто для себя. А связана ли чистота выполнения команд с половой принадлежностью? Вообще никоим образом, абсолютно никоим образом не связано вообще, ровным счетом. Даже с породой это не связано, потому что, опять же, Siri хоть и импульсивная дура, но при этом я видел бордеров, которые вообще делают отвратительно, не концентрируются, поэтому порода даже не имеет значения, то есть более важный момент, более важный в плане предрасположенности, больше, ну, понятное дело, что мопс не будет, как Siri, настолько импульсивен и эксцентричен. Чешется. И наоборот, соответственно, тяжело бордера сделать прям мопсом. Ой, посмотрите, они такие миленькие. Ой, сейчас я вам сделаю команду, которую я очень обожаю. Короче, пол тут ни при чем, вообще ни при чем. А как они будут сделаны? Ладно, вот так сделаем. Сид. Оливер, сид. Оливер, обними. Оливер, обними. Обними. Обними, обними. Обними. Да не наваливайся ты на нее. Да, блин. Siri очень сильно это терпит, но он всем телом на нее наваливается, иногда в некоторые моменты она такая пытается, а там еще лапа провалилась под диван. Когда работаем с 2 собаками, в некоторые моменты можно пользоваться тем, что у вас 2 руки, и вы можете концентрировать собак на каждой на своей руке. Это очень удобно иногда. Просто имейте это в виду, это иногда очень сильно выручает. Когда мне нужно одну собаку куда-то направить, я 2-ю собаку включаю в руку, ну, короче говоря, вот она работа. Видно, да? То есть одну собаку, вот Siri у меня сидит.
с той стороны мне было бы логично так, но вот так мне неудобно работать, поэтому я сделал вот так, накрест руки. То есть еще раз, Сири у меня сидит под правой рукой, Оливер под левой рукой. Я вот так вот, мне неудобно делать, поэтому я Сири концентрирую левой рукой, а Оливера правой рукой и вот так вот навожу по дуге. Смотрите, тум, тум, обними, обними. Да не надо заваливаться, обними, обними. Херня какая-то. Давайте с дивана их уберу. Ай, блин, коленки. А, с другой стороны? А, блин, мне тут подсказывают, что с другой стороны. Оливер, сюда. Хорошо. И опять же, видите, жестами тоже работа для меня очень важна, для меня очень нужна была. То есть, слезьте. Оливер, подожди, подожди, я еще ничего не сказал. Видите, вот он момент перевозбуждения, заметьте. Я уверен 100%, что сейчас это связано в большей степени, что собаки начали, опять же, давно не работали, и опять же собаки начали перевозбуждаться от того, что мозг начинает закипать в некоторые моменты. Опять же, я без, ну давайте, ладно, про выдержку отдельно сейчас упомяну, и разницу собак, и разницу вообще в целом работы, в целом, как вам надо работать и всегда делать. Сейчас объясню. Сначала давайте доделаем элемент, чтобы собак отпустить. Оливер, обними. Обними. Баран. Посмотрите. Обними, обними. Нет, я не хочу считать это обними. Я не хочу. Обними. Оливер, обними. Не-не, я хочу, чтобы он прямо... Не-не, нифига, нифига. Мне не нравится. Иногда в некоторые моменты мы можем простить и такие варианты, но я хочу чисто обнятие, чтобы он правой лапой обхватил сверху, а левой лапой снизу. Ну или, по крайней мере, не пытался на нее прям поставить лапы. Ближе. Обними, обними, обними. Да, молодцы, вот, четенько. Не было времени на фиксацию, не было возможности сделать паузу более долгую, поэтому сейчас на данный момент я похвалил, мне нужно было похвалить. Видите, опять же, в формате не Я не знаю, куда ты пошла, но ты почувствовала свой взгляд на затылке, да, коза? В чем... Я не знаю, куда она пошла, если что, там ничего нету, назад. Так вот, мне нужно было похвалить собаку, мне нужно было просто похвалить в обязательном порядке, потому что я увидел тот момент, когда Оливер сделал так, как мне нужно, как я задумал изначально, и мне нужно было сказать, да, блин, хотя я хочу вам показать, как красиво это выглядит со стороны с двумя собаками команды «Обними», но при этом, при всем, сейчас на данный момент мне нужно было похвалить. То есть, знаем потолок своих собак, я лучше похвалю лишний раз, и в следующий раз они сделают это с большей вероятностью, чем буду передавливать в моменте и требовать то, что они сделать не могут никак. Сюда, сит, Оливер, сюда, сит, Оливер, обними. Ниже показываю, Оливер, обними. Да, молодцы, умницы. Вот сейчас я смог паузу сделать более чисто, потому что, видите, сам элемент получился быстрее. Он опять попытался... Залезь. Оливер, залезь. Оливер, залезь. Лежь. Хорошо. В чем суть? Хорошо, опять же, словом в данном случае выделяю, потому что элемент залезь и фиксация более простой. В чем суть? Сейчас первый раз я сделал фиксацию коротенькую, второй раз он попытался поставить лапы, поощрение не получил все предыдущие разы, потерял к этому интерес и наоборот сделал акцент на более чистое выполнение. То есть, видите, именно формат более чистого выполнения самый важный, самый необходимый. Фиксация была именно в том, что я первый раз похвалил, второй раз я уже сделал паузу дольше. И вы увидели, как второй раз намного быстрее и проще было выполнение, потому что я собаку похвалил. В чем разница собак? Объясняю. Это касается ваших собак лично, моей собаки лично касается. Я ее синергию очень сильно разгонял, но на контрасте с этим очень сильно я требовал... Спасибо, любимые. Но на контрасте с этим я очень сильно много требовал от нее выдержки, фиксации, внимания, и выдержка у нее была одна из самых лучших. Я не шучу, это не преувеличение, потому что мне было это важно. Меня бесило, когда на аджилити собаки сидели перед первым барьером, и они срывались. Меня это искренне бесило. У меня был один вопрос, почему вы это не дорабатываете? И я с Сирией, со всей своей командой, у меня была команда по аджилити, с которой мы ездили на соревнования, много чего делали, и я со всей командой очень сильно долбал всех выдержкой, потому что это важно, это прям нужно. И поэтому Сирии выдержка, концентрация внимания дается проще. Ее это не настолько сильно утруждает. И это не вопрос бордер-колли, бордера точно так же устают от этого очень сильно. Ну, слабее, наверное, чем какой-нибудь условно просто вышеупомянутый мопс, но в данном случае мы понимаем, то,
что это все равно навык. И Оливеру чуть сложнее дается, потому что ему тяжелее концентрировать внимание на длительном выполнении. Поэтому еще раз, все со своими собаками обязательно делать паузы, выдержки и концентрации как таковые. Вот ты разгонял, а как наоборот тормозить? Более плавной, спокойной работы, более четкими командами. Все, что я сейчас показывал, это было торможение собак. Я не буду, у нас сейчас в 23:31, но здесь по местному 21, я не буду ее специально разгонять, я уже делал это в каком-то прямом эфире, я специально наугад, ну не наугад, а подбадривал собак, и серия быстро переходит в лай. Как был один лай, когда она делала рок, кувырок в другую сторону, также и бывает лай у нее, когда она путается, и некоторые бордера, ауси, малинки, малинуа, бельгийские овчарки могут даже невзначай от перевозбуждения укусить хозяина, именно в плане от импульсивного поведения, если его просто разгонять. Поэтому всегда работа должна быть плавно, спокойно, стопорящая. Видите, как я работаю со своими собаками? Они сидят там, а я очень быстро много всего говорю. Но при этом, если я к ним подойду и буду им что-то вот так вот говорить, и огромное количество всего, они наоборот такие: что-то надо сделать, что-то надо сделать. Вот это очень важный момент. Поэтому, видите, здесь вопрос к вам, вашим командам, вашей подаче, то, что вы хотите от собаки. Я не могу сейчас продолжать с ними еще сейчас прямо работать, мне нужно сделать паузу как таковую. Я бы их отпустил по команде гуляй, но они сейчас начнут бродить, меня это будет бесить, потому что когда я в кадре, я люблю, когда собаки не мешают. На всех видео на ютубе это видно, что собаки занимают положение, никуда не уходят, никуда вообще как приклеенные, потому что мне так удобнее. Прикольно иногда снимать кадры в динамике, но все равно идет отвлечение на собак, все равно ты отвлекаешься, а что они делают, а как они в кадре выглядят, и что они делают. Ну, короче говоря, это очень большая работа, и это очень сложно, поэтому мне проще зафиксировать их и вот в этом положении находиться. Понятное дело, если я им скажу команду гуляй, они походят, побродят, может быть, там останутся, может быть, пойдут, не знаю, к Лере, а может, еще куда-то пойдут, может, даже пойдут попьют, но они попили перед этим, еще попьют после этого. В чем суть? Всегда нужно понимать, как вы хотите, как вам комфортнее с собакой. А собаки под это подстроятся, поверьте на здоровье. Мы взяли Веймаранера, как его зовут? Господи, у меня опять вылетело из головы. Герц. Взяли Веймаранера Герца и хотели снять трюковой элемент команду Чао. Чао очень простая команда, не буду сейчас собак долбать, напомните, если что, делать команду Чао. В чем суть? Хотели сделать это, но он такой не очень воспитанный. И пришлось больше заниматься запретами и всеми этими приучениями, какими-то, знаете, базовыми примитивными вещами. И, по-моему, получился хороший контент для спонсоров, потому что там наглядно видно, как я работаю с другой собакой, необученной. Но все от меня просят вот этого: а покажи, как ты на необученной собаке делаешь. Так я на необученной собаке хотел делать одно, а утыкаешь в то, что я должен делать другое, более примитивное, более простое. А когда вы делаете простое, это, знаете, как приучить собаку не подбирать с пола. 25 тысяч миллионов раз провоцировать ее, и на 25 тысяч миллионов первый она это не сделает. Вот, собственно, и весь процесс. Зачем мне показывать, как я делаю одно и то же самое действие, когда я уже рассказал, как это надо делать? Вот для меня это немножко непонятная формулировка, поэтому с Герцем, как раз-таки тоже Веймаранер другой, с Герцем как раз-таки, по-моему, было наглядно, получилось держаться в теме. Но, по-моему, опять же, там результат не до конца, там в моменте это видно. Ну, короче, я не знаю, что получится в итоговом варианте. Надеюсь искренне на это видео, что оно получится хорошим. Что делать, если нет возможности нормально погулять с собакой? Собаки взрослые засиживаются за 2-3-4 дня. Ну, то есть не в момент, не за один день. Потому что когда вы планомеренно, размеренно даете систематически нагрузку, утро-вечер, при двухразовом, допустим, питании, да, утро-вечер, минимум по часу, минимум. Никогда мы при двухразовом питании меньше часа не можем дать собаке нагрузки, потому что следующая активность будет через 10 бляха-муха часов. То есть много, то есть минимум час, а в идеале 1,5-2, а по возможности, только если есть возможность, больше. То есть систематика в любом случае есть, и появляется какая-то закономерность работы с собакой. И сегодня мы очень мало позанимались, мало погуляли, мы вышли буквально, я не шучу, мы дошли до одной кофейни, не отпуская собак вообще с поводков. Дошли до второй кофейни, обратно пошли, уже пошел дождь. А мы хотели еще в парке погулять, дать им побегать, побеситься или нет. И вот вы видите, нормальные собаки спят, отдыхают. Ну, то есть, видите, здесь вопрос засиженности очень сильно важный, ключевой. Точно так же, как и во время карантина, ребята сходили с ума от того, что они сидели дома. Да и я начал заниматься ютубом и блогерством в большей степени как раз-таки во время карантина. Потому что просто не мог сидеть на месте, и шило в жопе давало о себе знать. И вот в этом и проблема, то, что мы всегда делаем акцент на постоянную стабильную работу с собакой. Нужен ли кинолог для щенка? Сейчас повально обращаются.
к кому обращаются. Вопрос именно в том, что в любом случае воспитание нужно, но воспитание может быть разным. Это, знаете, как изучение, давайте самый простой пример, который я уже, наверное, задолбал всех поголовно, и Лера уже сидит и знает, что я скажу в следующий момент, это как изучение английского языка. Можно ли выучить английский язык по YouTube, по приложениям и по еще чему-то подобному? Конечно, можно. Но проще, легче, наговаривать надо, все-таки какой-то коммуникативный момент обязательно нужен. Поэтому, знаете, здесь вопрос именно в том, что вы хотите, какие цели, какие задачи, от этого надо отталкиваться, а не в плане возможно или нужно, или не нужно. Правда ли, что трехмесячные щенки не умеют терпеть? Неправда, потому что 3 месяца при правильном графике, при правильном кормлении перед сном, собака 8-часовой ночной среднестатистический человеческий сон может спокойно протерпеть и ни разу не ходить в туалет. Это не проблема, это не такой большой промежуток времени. И логично, что если собака ночью может протерпеть такой огромный промежуток времени, то и днем более короткий она тоже умеет дотерпеть. Каждые 20 минут это чушь, потому что если собака спит, не надо ей мешать спать, а если собака бегает, прыгает, вот сейчас наши собаки занимают, наши взрослые обученные собаки, они сейчас у нас лежат. Перед съемкой я вывел их бегом на улицу. Причем перед тем, как я спросил в Телеграме, хотите вы эфир или не хотите, я вывел их коротко на улицу, и в этот момент сейчас они перевозбудились, взбесились, взбодрились, нагрелись, по-любому еще попьют, запьют еду, и опять же терморегуляция никуда не делась, то есть охлаждение, водопотребление, все дела. И мы обязательно должны их после этого вывести собак в туалет. Обязательно, взрослых, обученных. Поэтому здесь вопрос не 20-30 минут, а именно вопрос формата с графиком, распорядком. Можно ли как-то увеличить игровую мотивацию щенка в 9 месяцев? Да, правильной игрой. Оливер назад. Оливер назад. Назад. Оливер назад. Оливер назад. Лежь. Опять же, заметьте, собака у меня сделала шаги вперед, прям чуть ли не свесилась. Я ему подаю команду назад, он такой, я лягу. Я такой, не, нифига, я тебе говорил назад. Вот в этом отличительная черта дрессировочного мозга от собаководческого мозга. Если я подаю задачу, мне это нужно, я добиваюсь задачи. Если не подаю задачу, да мне плевать, делай, что хочешь. Вообще, что хочешь. Но перед этим была команда лежь, и в этот момент я вернул в команду лежь именно без возможности продвинуться вперед. В этом отличительная черта в целом работы. Можно ли как-то увеличить мотивацию у щенка? Можно, но вопрос, как вы играете в целом. Возможно, вы слишком быстро играете, возможно, вы слишком сильно играете и так далее. После простых команд, после которых я не даю вкусняшку, она не обращает внимания на игрушки, а причем здесь игрушка и вкусняшка. В игре нету никакого поощрения лакомством вообще абсолютно ровным счетом. На ручки, ну давайте сделаем на ручки, но сначала сделаем тик-так. Нет, там их не видно, давайте сюда их. Оливер, сиди сюда. Давайте сюда их. Сюда у нас задача такого неофициального, неформального подзыва. Так, ты туда, Оливер сюда, Сири сюда, лежь. Оливер, лежь. Ага. Сири, тик. Ой-ой-ой, все началось. Сири назад. Сири назад. Вот сейчас вот мне будет интересно поработать лежь. Потому что я сам подзадолбался, собаки тоже подзадолбались. После паузы немножечко каши в их головах добавляется. Лерочка, солнышко, у Оливера тик-так? Да. Хорошо. Тик. Да. Так. Да. Бойс, господи, как ты идеально делаешь тик-так. Оливер, тик. А я с ним ни разу тик-так, кстати, не делал. Оливер, тик. Оливер, тик. Да, так. Да, тик. Да, так. Да! Последнее можно было не отхваливать, но я перед этим 3-4 команды прогнал, и я хвалил словом в момент выполнения. Опять же, в тик-так я всегда стараюсь добавлять выдержку, фиксацию по команде тик и по команде так. Тик, да, так. Да, тик, да, так. Да, молодец. Ай, барабаш. Так. Мне не понравилось последняя так, опять же, вот это вот я косячу. Так, так. Не катит. Так, так, хорошо, так, так. Хочу повысить планку, то есть я его похвалил несколько раз за то, что он сделал, а я хочу похвалить его за то, что он делает. Выдержка, та самая выдержка, которая мне нужна. Так, назад, немножко, вот сюда, вот сюда, вот сюда, назад, хорошо, лежь, так, так, так. Не, вот видите, он лапу подгибает, вот эту вот, на которую он должен положить, но и убирает. А я не хочу за это уже хвалить. Так, 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 да, так. Вот лапа, если что. Так, так. Да, хорошо. Еще раз.
так, еще раз, сюда, сюда, так, так, да, так, тик, да, тик, так, да, так, да, залезь, залезь, сейчас объясню, залезь, залезь, назад, лежь, молодец, господи, я уже сам туплю, у меня вот столько команд, блин, куча, так не надо работать, вот назад, лежь, молодец, там, блин, не надо было назад, там можно было просто залезь и лежь. В чем суть? Заметили, как я сократил поощрение до очень короткого «да», потому что в этот момент «да», «б». В момент, когда я его начинал хвалить, он начинал лапу убирать, он начинал немного срываться, поэтому в этот момент пришлось уменьшить поощрение, сделать его максимально коротким и наоборот отхваливать за более короткое выполнение именно в формате занятия положения. Ну то есть «да, делай». Да, делай. То есть мне важно было вообще в целом при выдержке алгоритм именно такой. Мы похвалили за то, что собака сделала или сделала в тот момент, когда собаке только сказали задачу, ну то есть повтор напоминания, похвалили и еще раз напомнили команду. Обязательно. После каждого поощрения напоминаем команду, чтобы собака не срывалась. Это обязательно часть выдержки. А теперь на манеже баранина с руками-топорами. Лежь. У нее очень квадратные лапы. Это тоже мой косяк. Я когда занимался agility, я знал замечательно, что нужно заниматься больше растяжками, массажами для собаки. Ну, то есть для спортивной собаки это очень важно. А я с ней этого ничего не делал. Ну, ничего не делал. Поэтому она очень топористая. И лапы у нее просто дрова рубить можно ее лапами. Еще ничего не говорю, и ничего делать не надо. Тик, 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 тик. Да. Нет, не буду хвалить. Опять же, видите, вот эта пауза. Лежь. Тик. Тик. Вы посмотрите, как она начинает резко дергаться и делать. Вот об этом я говорю. Вот эта импульсивность дебильная. Лежь. Лежь. Тик. Тик. Так. Так. Так, так, давно с ней, очень давно не так. Ну, допустим, молодец. Тик, тик, да. Хорошо, чище. Так, 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 так. Да, молодец. Сейчас объясню. Тик, да, чище. Так, так, так. Да, хорошо. Фух, бляха-муха. Залезь. Жди. В чем отличие команды «жди», «лежь» или «сид», потому что «жди» не подразумевает определенного положения. Видео было в открытом доступе на канале. В чем суть? Вы увидели, как она начала вот это резко дергаться, когда она не понимала задачу? Я очень редко сделал с ней тик-так, я его не доводил до идеала, но мне не понравился элемент. Мне не понравился личный элемент, я его начал учить, я его не нашел применения нигде. Я очень любил с Сири выступать, куда-то ходить, там уличные музыканты брынкали на гитаре, я вставал рядом, мог потанцевать, еще что-то поделать. Поэтому некоторые элементы у нее доработаны до идеала. Та же самая зайка, потому что в целом я делал ее часто, эффектный элемент, прикольно, классно, а вот тик-так он просто не прижился. Я его делал несколько раз в каких-то таких выступлениях еще где-то и забивал, чисто для отработки так. И вот сейчас она начала немножко перевозбуждаться, немножко беситься, я больше концентрации, такой встал, зафиксировался перед собакой, пальцем придерживал ту лапу, которую ей нужно было зафиксировать, пальцем буквально чуть-чуть придерживал, то есть удержания никакого нету, я немножко придерживал и уже показывал именно жестами в ту сторону, в которой нужно делать. Я делал именно акцент на то, что я показывал жестами чуть сильнее. С Оливером я увидел то, что я тянул лакомство ближе, и он тянул туда, и вот это лапы разъезжались. И наоборот, соответственно, Сири я, то есть с Оливером перестал тянуть так, и он начал делать лучше. С Сири, наоборот, пришлось немножечко сильнее вот влево куда-то тянуть, для того, чтобы она занимала положение более чисто. То есть, видите, вот эти детали нужно под свою собаку подстраивать. И если бы я начал от нее еще больше требовать, еще больше перевозбуждаться или сам беситься, заметили, как я сделал? Меня это взбесило, я такой...
Поехали. И начал ее долбать вот этим вот элементом. Если бы я хотя бы немного забросил, не доделал, начал психовать, все хана вешается. Была бы обычная собака не у дрессировщика, а у обычного собаковода. А видите, в данный момент это доделал, и каждый следующий раз он делал все лучше и лучше и лучше. Несмотря на то, что вначале путалось. Это очень важный момент работы с собакой. Это очень важный момент отработки любой команды и любой задачи. И команда Чао, кто-то говорил, и я в данном случае хочу команду Чао, потому что опять же обучалку хотим снять. И, ой, сейчас еще приколюху покажу. Ничего еще не говорил, видите, как дергаются? Сюда. Тебе сюда. Оливер, тебе сюда. Сид. Чао. Чао. Сейчас. Чао. Да, молодцы, умницы. Оливер, сид. Оливер, сид. Чао. Чао. Да, молодцы. Опять же, сейчас они делают более криво, мне нравится более чисто, но для более чисто нужно по отдельности с собаками делать. Оливер, сид. Оливер, чао. Чао. Да. Еще раз. Оливер, чао. Да. Если вдруг вторая собака начинает делать, когда вы работаете с двумя собаками, вы просто вторую собаку не хвалите. Вы не подавали задачу, она волонтерит, пускай волонтерит, я не против. Но поощрения никакого за это нету. Оливер, сид. Оливер, чао. Да. Молодец. Аккуратно, пожалуйста. Опять же, в эти моменты, если я вижу, что собака прям вот такой вот крокодилей пастью пытается схватить руку, я просто останавливаю процесс поощрения и начинаю его заново. Поощрение продолжается, но через паузу. Это очень важный момент именно в формате того, чтобы собака вам руки не откусывала. Оливер, жди. Сири, чао. Да, молодец. Сири, чао. Чао. Ай, ты молодец. Ай, вы молодцы. Гуляй. Мне плевать, что они будут делать, даже если они будут пол вылизывать. Ну ладно, пол вылизывать я, конечно, запрещу. Всем огромное спасибо за этот эфир. И помните, все в ваших лапках. Пока.